Всем привет! Если вам интересно, как была написана эта картина, оставайтесь с нами, и вы увидите весь процесс поэтапно. Также мы поговорим сегодня о рефлексах в пейзаже и научимся делать цвет более холодным или более теплым по тону. Меня зовут Светлана, и это студия живописи Oxylite Art. Начинаю, как всегда, с разметки холста. Он у меня размером 30 на 40 сантиметров. Тонкой кистью небольшого размера намечаю контуры ближней скалы. Для этого я разделила холст на 3 равные части. Скала будет высотой в 2 части. Краска у меня ультрамарин с большим количеством разбавителя. Дальше намечаю контуры ручья, который по законам перспективы на переднем плане будет шире, а дальше вглубь картины будет сужаться, заворачивая за скалу. Показываю склон холма и скалу справа, которая будет располагаться немного выше по отношению к левой скале. На среднем плане видны склоны гор, на которых кое-где проглядывает растительность. Из-за них выглядывает еще одна, самая дальняя гора. Намечаю трещинки, добавляя контуры будущих деревьев, а также тени на траве у ручья. Показываю камни в ручье. Большая часть работы сегодня будет выполнена при помощи мастихина. Палитру я использовала от предыдущей работы, так как на ней осталось много краски, а цвета я буду использовать все те же самые. Смешиваю умбру ленинградскую с ультрамарином и краплаком розовым прочным. Это самый темный замес. Рядом делаю замес чуть светлее, добавляя к тем же краскам немного белил. Следующий замес делаю еще более светлым с помощью белил. Во всех 3 замесах я добавила больше всего ультрамарина.
Делаю также теплый замес, смешав белила с охрой, марсом коричневым, светлым умброй и ультрамарином. Перед тем, как делать новый замес, я обязательно каждый раз вытираю мастихин на салфетку. Начинаю работу с самого темного цвета, обозначаю теневые участки камней в ручье, а также затемняю границу самого ручья. Скала слева ближе всего к переднему плану и будет самой темной. Пятнами обозначаю теневые участки на остальных скалах, при этом хорошо растираю краску по холсту. Сверху лягут новые цвета, и большая толщина красочного слоя здесь будет лишней. Так как холст у меня небольшого размера, то и мастихин я взяла маленький. Делаю замес посветлее, с более синим оттенком. Прохожусь по уже нанесенной краске, но старый цвет весь не закрашиваю. Кое-где он должен проглядывать между новыми мазками краски.
Делаю еще более светлый замес и добавляю новых оттенков тени. Это синеватый рефлекс от неба. Само небо пропишем чуть позже. Чтобы добавить светлых участков в скалу слева, я смешала ультрамариновый замес с теплым замесом, который делала ранее. Делаю это по двум причинам. Скала в тени не должна быть слишком светлой, а во-вторых, она не должна быть слишком теплой по тону. В этой работе освещенные солнцем участки будут теплыми, а тень, соответственно, холодной по тону. Солнце попадает на скалу справа, и освещенные участки я как раз показываю теплым замесом. Постепенно уточняю форму скалы справа. Затемняю трещины, добавляю фиолетовых оттенков тени. Ищу нужную степень темноты в тенях.
Добавляю трещинки и в скалу слева. Лучи солнечного света, падая на скалу, отражаются от нее и попадают на предметы, которые расположены рядом. Поэтому я даю немного теплых рефлексов от нее на скалу слева. Переключаюсь на камни в ручье. Часть у них также будет иметь теплый оттенок из-за рефлексов. Благодаря вот таким рефлексам вся работа в итоге будет выглядеть как единое целое. Не будет раздробленности и аппликативности, ощущение, что каждый предмет сам по себе. Все элементы картины взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом.
Поэтому я фиолетово-синеватые оттенки тени добавила сразу и в ближнюю скалу справа, и в скалу слева, и в воду ручья. Меняется только интенсивность, насыщенность оттенка. Чем ближе предмет к переднему плану, тем она сильнее. Чем дальше предмет, тем насыщенность меньше. То же самое с теплыми коричневато-бежевыми оттенками. Они присутствуют в каждом из намеченных уже элементов картины. Меняется только интенсивность, насыщенность цвета в соответствии с законами световоздушной перспективы, а также исходя из освещенности предмета. На основу, которую я уже сделала, позже лягут новые цвета, но проглядывающая сквозь них основа будет объединять все элементы в единое целое. А я тем временем прошлась темным цветом по границам ручья, наметила новые камни в воде и, смешав травяную зеленую с ультрамарином и умброй, формирую теневые участки травы вдоль ручья. Снова растираю краску по холсту, делаю красочный слой более тонким. Добавляю в замес немного белил и ультрамарина, формирую то горизонтальными, то вертикальными мазками ощущение высокой травы с листьями. Делаю более светлый замес зеленого. Цвет получился более теплый, чем предыдущий, так как в замесе не присутствует ультрамарин. Синий, фиолетовый цвета при добавлении к зеленому делают его более холодным. Желтый же, коричневый, оранжевый, красный цвета делают зеленый более теплым по тону.
Освещенный участок травы самый светлый. Для того, чтобы его показать, я в замес добавила еще больше кадмия желтого. Укладываю полученный цвет горизонтальными мазками. Чтобы добиться большего контраста между светом и тенью, затемняю траву у ручья. Смешиваю травяную зеленую с кобальтом и небольшим количеством белил. Рядом к замесу добавляю немного умбры и марса коричневого. И полученными цветами формирую склон горы за скалой слева. Этими же цветами показываю пятна будущих островков зелени на скале справа. Холодным зеленым формирую кроны будущих деревьев вдали. Основная их масса находится в тени, только на самой верхушке попадает солнечный свет.
Добавляю более ярких оттенков в теневую часть, делая растительность более объемной и живописной. Работу веду от темного к светлому. Высветляю картину постепенно, закладывая в начале самые темные цвета. Самые светлые будут добавлены позже. На этом первый сеанс работы над картиной закончен.